Вы когда-нибудь замирали на мгновение, наблюдая за своими питомцами, и ловили себя на мысли, что они существа из совершенно разных миров? Казалось бы, одна биологическая ветвь, одни и те же предки, но между вашим котом и вашей кошкой пролегает невидимая, но глубокая пропасть. Большинство владельцев списывают это на индивидуальный характер, но истина гораздо масштабнее. Она скрыта в эволюционном коде, в древних ролях охотников и защитников, которые они продолжают играть в декорациях наших современных квартир. В этом видео мы не просто обсудим привычки, мы заглянем в саму суть их природы, чтобы понять реальные биологические и поведенческие различия между котами и кошками, о которых многие даже не догадываются. Ваша гостиная — это не просто место для отдыха. Для них это территория, полная смыслов, иерархий и древних инстинктов, которые определяют каждый их шаг. Часть 1. Инстинкт воина, территория и агрессия. Если вы инстинктивно связываете территориальность и агрессию именно с котами, вы абсолютно правы. В дикой природе на плечи самцов ложится важнейшая роль защиты территории от чужаков. Это вопрос выживания, доминирования и доступа к ресурсам. Даже в самой уютной домашней обстановке этот инстинкт никуда не исчезает. Ваш кот продолжает патрулировать дом, словно это дикие джунгли. Наука подтверждает, что за этим поведением стоит высокий уровень тестостерона, который делает самцов склонными к территориальной агрессии. Вы можете заметить, как ваш кот сосредоточенно дежурит у дверей или окон, реагируя на любые угрозы извне, или вступает в конфликты с другими животными в доме, стремясь подтвердить свой статус. Однако у котов есть один из самых сложных для владельцев инстинктов маркировка — территории спреем. Разбрызгивая мочу, самец посылает ясный химический сигнал. «Это мое пространство!» Это не вредность, а инстинктивный способ установить контроль и предотвратить вторжение. Чтобы управлять этим, эксперты советуют использовать синтетические феромоны, которые имитируют ароматы безопасности, и обеспечивать каждого питомца отдельными ресурсами-мисками, лотками и лежанками, чтобы снизить градус конкуренции. Кастрация здесь становится решающим шагом, так как она снижает уровень гормонов и подавляет желание метить дом. Часть 2. Стратегия высоты тихая. Власть кошек. Кошки же ведут себя иначе. Если коты заявляют о себе громко и через запахи, то самки проявляют свою власть более тонко и стратегически. Замечали ли вы, что ваша кошка всегда стремится занять самую высокую точку в комнате? Шкаф, полка или спинка дивана — это не просто удобное место для сна. Этот инстинкт уходит корнями к их предкам, которые использовали высоту для безопасности, лучшего обзора и преимущества при охоте. В доме с несколькими кошками доступ к вертикальному пространству напрямую отражает социальную иерархию. Самую высокую полку обычно занимает доминантная или наиболее уверенная в себе особь. Вместо агрессивных поз и меток кошки используют язык тела и стратегическое позиционирование. Они могут блокировать проходы, занимать самые ценные места или просто бросать тот самый медленный взгляд, давая понять, кто здесь главный. Порой легкий удар лапой или движение хвоста — это все, что нужно кошке, чтобы напомнить остальным о своем присутствии. Обеспечение вертикального пространства, например, настенных полок, позволяет кошкам чувствовать себя в безопасности и избегать прямых столкновений за территорию. Часть 3. Социальный контракт. Кто на самом деле ласковее? Один из самых популярных вопросов. Кто более социален, самцы или самки? Ответ кроется в их эволюционном графике. Коты часто кажутся более ласковыми и открытыми. Они первыми идут на контакт, трутся о ноги и уверенно запрыгивают на колени. Биология объясняет это просто. В дикой природе самцы не несут ответственности за воспитание потомства. У них остается больше свободного времени на отдых, изучение мира и налаживание связей. Эта природная предрасположенность к социализации делает их более жаждущими внимания в домашних условиях. Кот — это часто первый,
кто инициирует игру или требует порции ласки через мурлыканье и бодание головой. Кошки же, напротив, демонстрируют более сдержанную и независимую манеру. Кошка может предпочесть наблюдать за вами издали, свернувшись в тихом углу. Это не означает холодности. Это наследие роли одиночной охотницы и преданной матери, которой необходимо всегда оставаться бдительной и самодостаточной, чтобы защитить котят. Ее осторожный подход заложен в генетику. Поэтому, когда кошка все же решает проявить нежность через мягкое прикосновение или медленное моргание, этот жест несет в себе огромный эмоциональный вес. Это знак избирательного доверия, которое нужно заслужить терпением и уважением ее границ. Если у вас кот, наслаждайтесь его открытостью. Если кошка, цените ее спокойное присутствие рядом как высшее проявление любви. Часть 4. Искусство охоты. Стратегия против энергии. Охотничий инстинкт – это сердце кошачьей натуры, но стили игры у полов различаются кардинально. Кошки – это мастера стратегии. В дикой природе именно самки были основными добытчиками еды для потомства, что сделало их стиль охоты расчетливым и невероятно терпеливым. Вы можете видеть, как кошка замирает, не сводя глаз с игрушки в течение долгого времени, выжидая идеальный момент для одного точного прыжка. Этот инстинкт сохраняется и дома. Для кошки лучше всего подходят игрушки, максимально имитирующие реальную добычу перья на удочках или маленькие, мягкие грызуны. Самцы же подходят к игре с энергичным и почти легкомысленным настроем. Если кот носится за смятой бумажкой, словно это величайшая цель в его жизни, помните его инстинкты больше про игру, чем про точность. Ученые считают, что такой грубый и энергичный стиль игры котов – это способ развития физической силы, рефлексов для защиты, территории от чужаков. Их охота – это всплески активности, борьбы и преследования, часто напоминающие поведение котят. Кроме того, коты чаще активны ночью. Это остаточный признак патрулирования территории в темноте. Если ваш кот устраивает ночные забеги, лучшая стратегия – организовать для него интенсивную игру с лазерной указкой, удочкой прямо перед сном, чтобы он успел выплеснуть энергию. Часть 5. Химия коммуникации, секреты меток. Маркировка поведения – это способ кошек общаться с миром, но для нас это часто становится проблемой. Моча котов имеет гораздо более резкий и стойкий запах из-за высокой концентрации филенина, который на воздухе распадается на сернистые соединения. В природе это способ отпугнуть соперников и заявить о готовности к спариванию. В домашних условиях этот инстинкт доски объявлений может превратить ваш уют в проблему. Кастрация – самый эффективный метод, который в большинстве случаев полностью останавливает это поведение, так как убирает гормональный импульс. С кошками ситуация иная. Самки менее склонны к мочевым меткам, и если кошка начинает мочиться вне лотка, это почти всегда сигнал стресса, а не территориальности. Любое изменение – новый член семьи, перестановка мебели или даже чужой кот за окном может вызвать у нее тревогу. Она метит среду, чтобы создать вокруг себя знакомый запах и снова почувствовать контроль. Здесь ключом к исправлению ситуации становится стабильность режима и создание безопасных убежищ, где кошка может спрятаться и успокоиться. Часть 6. Исследователи и домоседы. Любопытство – врожденная черта всех кошачьих, но цели их исследований различаются. Коты по природе более авантюрны. Их гонит вперед ненасытное желание расширять границы, искать партнеров и утверждать доминирование. В дикой природе самцы могут проходить километры в поисках возможностей, часто рискуя жизнью. Этот инстинкт заставляет домашних котов использовать любой шанс, чтобы выскочить в открытую дверь или окно. Самки же подходят к изучению мира гораздо осторожнее. Их первостепенная задача – обеспечить безопасность своей среды. Вместо далеких путешествий они предпочитают поддерживать небольшую, но четко очерченную территорию.
где они чувствуют себя в полной уверенности. Этот инстинкт защиты гнезда делает их более привязанными к дому, хотя в период спаривания даже самая осторожная кошка может временно расширить свои границы в поисках партнера. Для владельцев это означает разный подход к обогащению среды. Котам нужно больше головоломок и частая смена игрушек, чтобы держать их активный ум в тонусе. Для кошек важнее наличие стабильных наблюдательных пунктов, где они могут контролировать свое пространство. Часть 7. Социальная тревожность и узы доверия. То, как кошки справляются со стрессом, также зависит от пола. Коты, благодаря своей более расслабленной и социальной натуре, как правило, легче адаптируются к изменениям новым людям или смене обстановки. Их привычка следовать за хозяином и искать контакта делает их отличными компаньонами, которые быстрее восстанавливаются после стрессовых ситуаций. Самки более избирательны и чувствительны. Они образуют глубокие, но тихие связи. Из-за своей территориальности и потребности в стабильности они чаще страдают от тревожности, когда их привычный мир рушится. Переезд или новое животное в доме могут стать для кошки серьезным испытанием. Чтобы помочь самке справиться с перегрузкой, важно вводить любые изменения постепенно и предоставлять ей достаточно закрытых мест для уединения. Уважение к ее потребности в личном пространстве – это лучший способ укрепить ее доверие. С котами же связь лучше всего укрепляется через совместные игры и физический контакт, например, почесывание под подбородком, которое они так ценят. Часть 8. Трансформация сила стерилизации. Кастрация и стерилизация – это не просто медицинские процедуры, это действия, которые кардинально меняют качество жизни питомцев. Удаление гормонального фона позволяет кошкам и котам сосредоточиться на взаимодействии с вами, а не на поиске партнеров или защите территории. Для котов. Кастрация резко снижает желание блуждать и рисковать жизнью на улице, защищает от драк и опасных инфекций, таких как кошачий лейкоз или вирус иммунодефицита. Она также практически полностью убирает резкий запах мочи и привычку метить стены. Для кошек стерилизация устраняет периоды эструсотечки, которые являются стрессом как для кошки, непрерывное мяуканье, беспокойство, так и для владельцев. Это делает характер самки более стабильным, спокойным и часто более ласковым. Кроме того, эти процедуры несут колоссальные преимущества для здоровья. У самцов снижается риск рака яичек и проблем с простатой. У самок стерилизация предотвращает смертельно опасные заболевания матки, такие как пиометра, и существенно снижает риск развития агрессивного рака молочной железы. Разные пути к одному сердцу. Понимание этих биологических различий не должно разделять вас с вашим питомцем. Напротив, оно дает вам ключ к созданию идеального, сбалансированного дома. Работа с природными инстинктами, а не борьба с ними – это и есть путь к настоящему взаимопониманию. Ваш кот может быть шумным защитником, требующим внимания и игр, а ваша кошка – тихой наблюдательницей, чье доверие бесценно. Каждый из них выражает любовь по-своему. Через уверенное мурлыканье или через избирательный, едва заметный взгляд. Берегите своих маленьких сородичей. Помните, что для вас они часть жизни, но для них вы и есть весь их мир. Знание их природы – это ваша возможность сделать их жизнь долгой, спокойной и по-настоящему счастливой. Посмотрите на свою кошку или кота прямо сейчас. Они только что медленно моргнули вам. Это их способ сказать, что они вам доверяют. Напишите в комментариях, замечали ли вы эти различия у своих питомцев. Кто в вашем доме занимает самую высокую полку? А кто патрулирует двери? Давайте вместе учиться понимать этот великий молчаливый язык кошачьей души.